Приветствую вас на своем канале. Сегодня покажу советский способ, с которым пельмени получаются одинаковыми, аккуратными и вкуснее, чем любые магазинные. Если у вас где-то пылится старая пельменница, доставайте. Приготовим по-настоящему домашние пельмени с сочным фаршем и ароматным зеленым маслом с луком. Приготовим фарш. Традиционно для пельменей фарш смешанный из свинины и говядины. Свинина дает сочность и мягкость, говядина – насыщенный вкус. Я беру приблизительно в одинаковых пропорциях. Из говядины у меня сегодня вырезка, а свинина – корейка. Я никогда не делаю пельмени из одного вида мяса, и тем более из покупного фарша. Подготовьте лук. Пропустите мясо и лук через мясорубку или измельчите. Добавьте соль и специи. Традиционно в фарш добавляется черный молотый перец. Я добавляю смесь для котлет и фарша. Влейте понемногу холодной воды. Вода делает начинку более нежной и легко лепящейся. Но не переборщите. Фарш не должен стать жидким. Я добавляю в фарш щепотку сахара и каплю соевого соуса. Это усиливает умами и глубину вкуса, особенно если варить пельмени с бульоном. Влейте оставшуюся воду, если необходимо. Далее хорошо отбейте фарш, я это делаю за кадром, и уберите в холодильник на 15-30 минут. Отдых позволяет белкам схватиться, вода равномерно распределяется, и фарш становится сочнее и лепится плотнее, не течет при варке. Приготовим тесто. К просеянной муке добавьте соль, перемешайте. Часть муки оставьте для замеса. Добавьте яйцо, слегка перемешайте и влейте холодную воду. Смешайте, пока тесто не начнет собираться в комок. Добавьте ложку растительного масла. В СССР пельмени делали просто: мука, вода, яйцо и никакого масла. Тесто должно было быть тугим и выносливым, но время идет, и у каждой семьи появляются свои секреты. Я добавляю ложку масла, чтобы тесто стало мягче, послушнее и не липло к форме. Маленькое отличие, но вкус остается тот же. Теплый, домашний, советский. Подпылите коврик оставшейся мукой и продолжите замешивать тесто до эластичности. Приблизительно 5-7 минут. Пельменное тесто должно быть достаточно тугим, но в то же время не должно быть забитым мукой. Разделите тесто на 5 частей. 2 части 150 граммов, 2 части 140 граммов, плюс остаток. Нижний пласт будет толще верхнего. Каждую часть теста подкатайте в шар и оставьте под пленкой на 20-30 минут. За время отдыха клейковина теста расслабляется, и оно становится мягче и пластичнее, не рвется при раскатке. У меня сохранилась вот такая пельменница, форма для приготовления пельменей. Из алюминия, сделана в СССР. Пельменницу нужно хорошо припылить мукой. От этого зависит, как будут в дальнейшем выходить пельмени из пельменницы. Раскатать первый пласт в круг диаметром 26-27 см, на 2 см больше, чем диаметр пельменницы. Толщина пласта около 3 мм. Уложить на присыпанную мукой пельменницу, слегка прижать, чтобы отпечатались границы ячеек. Далее в каждую ячейку разложить фарш около 5 грамм на каждую ячейку. Я предварительно отвесила кусок фарша весом 190 граммов. Количество фарша должно быть умеренным.
Его избыток может привести к проблеме застревания пельменей. Раскатать второй пласт теста, его вес чуть меньше первого и толщина должна быть тоже чуть меньше, около 1,5–2 мм. Накрыть вторым пластом, слегка прижать и раскатать скалкой до появления контуров. Прокатываем от середины к краям, делаем это тщательно, в противном случае пельмени выпадут из пельменницы и будут слегка склеенные. Снять остатки теста и убрать их под пленку. Перевернуть пельменницу, потрясти, и пельмени выпадут на стол. Повторить со второй парой пластов из пятой части теста и обрезков, повторить третий раз. Таким образом, в результате 3 раскаток мы получим 111 пельменей. Разделочную досточку убрать в пакет или застелить пергаментом, выложить на нее пельмени и заморозить. Или варить сразу. Из оставшегося небольшого количества теста и фарша слепить пельмени вручную. Получится около 13–15 штук. Для этого я раскатала круг и при помощи небольшой емкости вырезала кружки, наполнила мясом и слепила пельмени. Плюсы и минусы формовки через пельменницу по сравнению с ручной лепкой. Плюсы. Скорость. За час можно сделать 100 плюс пельменей, а если есть помощники, то и того меньше. Идеальная форма и одинаковый размер. И, конечно же, эстетика и ностальгия, особенно форма СССР. Минусы. Меньше домашней индивидуальности, нет той душевности, что у ручной лепки. Тесто нужно раскатывать точнее по толщине. Меньше фарша, так как пельмени могут плохо закрыться или вообще не выйти из формы. Ну а сегодня у нас вот такие красавцы. Отварим пельмени. В кипящую воду добавьте соль, лук, перец горошком, лавровый лист. Сделайте воронку и всыпьте порцию пельменей. После всплытия варить пельмени 4–5 минут. Наш любимый вариант подачи – это пельмени с бульоном и с зеленым маслом. Как я готовлю домашнее зеленое масло, смотрите в моем следующем видео. Положить 1 чайную ложку масла прямо в бульон, масло расплавится и даст красивый зеленый оттенок и божественный аромат. Пельмени, зеленое масло и старая пельменница из СССР, которой уже более 40 лет. Все это возвращает нас в детство, где на кухне пахло луком и теплом. Берегите традиции и готовьте с душой. Друзья, всю информацию о рецепте вы найдете в инфобоксе под видео, а дополнительную информацию в записи в сообществе. Не забудьте поставить лайк, если мое видео вам понравилось, и подписаться на канал «Рецепты из старого блокнота». Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о выходе моих новых видео, и делитесь этим видео со своими друзьями в социальных сетях. Ну а я желаю вам, как всегда, всего доброго, до новых встреч и, конечно же, увидимся!